Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом сотрудничества с журналом Marie Claire Arabia. Мои работы были опубликованы в апрельском номере этого журнала, и в этом видео я расскажу о процессе выполнения работы, и я думаю, это будет полезно тем, кто хочет дополнить свое портфолио работами, которые могут быть востребованы в журнале. Приятно делиться с вами знаковыми проектами, потому что для меня это, как и для спортсменов, еще одно достижение, еще один шаг вперед. Задача состояла в том, чтобы нарисовать 6 красивых арабских женщин, которые выбрал журнал, и отобразить их в брендах, которые подобрал редактор. Мои работы были отправлены этим девушкам в распечатанном виде, в рамах, и это вдвойне приятно для меня. Нужно было отобразить 6 героинь, каждая из них по-своему очень красивая. И я здесь также сотрудничала напрямую с арт-директором, и по некоторым небольшим моментам я сотрудничала с ассистентами арт-директора. Если говорить о самом процессе, то здесь мне не были представлены готовые образы или фотографии девушек. Моя задача состояла в том, проанализировать их аккаунты в социальных сетях, проанализировать их фотографии и собрать образ именно в одежде, которую предоставил мне редактор. Здесь я имела полную свободу выполнения, как в плане композиции, как в плане выбора ракурса, как в плане выбора масштаба отображения, то есть или портрет в полный рост. Я имела также полную свободу в технике исполнения. Я сделала работу в пастелью, обычно так, как я делаю, и плюс еще обработала в цифровом редакторе некоторые моменты, которые мне показалось необходимым доработать. Еще раз сделаю на этом акцент, что мне очень нравится работать с журналами, потому что здесь, и, конечно, когда тебя выбирают журнал, ты имеешь полную свободу в реализации своего творчества, потому что журнал понимает твой стиль и доверяет твоему видению, и, конечно, это намного облегчает работу. Я изучила фотографии каждой девушки, и у меня сложилось примерное впечатление об их образе, об их характере, и я постаралась создать их образы в том ключе, в котором мне показалось, они будут смотреться очень гармонично. Я создала для себя мудборды как вспомогательную, как отправную точку, и я не раз об этом говорю, что для иллюстратора очень важно умение составлять мудборды, составлять коллажи, потому что это всегда визуальная отправная точка для создания иллюстраций. Я отправила эскизы на согласование, и их редакция одобрила, и я не имела никаких здесь замечаний либо корректировок. И затем я приступила к выполнению работы в цвете. И для меня всегда всегда интересная очень задача подбирать цветовое решение каждой работы, потому что цветной фон, он все равно задает какое-то направление, потому что, накладывая цвета на этот фон, все равно получается немножко разное восприятие, и это всегда интересно. Иногда бывают такие ситуации, когда мне не нравится то, что получается в итоге, но я всегда отношусь к таким ситуациям как к жизненному опыту и еще одному пункту, который позволяет развивать мастерство. На картоне пастель ложится плотнее, на текстурной бумаге все равно остается текстура своеобразная. И вот когда, кстати, иллюстраторы имитируют технику пастели, здесь тоже можно сначала поизучать, как пастель ложится на разные типы бумаги, и затем уже имитировать пастели в цифровой графике. Это уже такие нюансы, к которым ты приходишь, когда уже оттачиваешь свое мастерство. И давайте посмотрим работы и поговорим о каждой из них. Первая иллюстрация, которую я хочу показать, это портрет Яры Намлы в Фенди. И мне кажется, это потрясающе красивая девушка, у нее очень красивые глаза и выразительный взгляд. Поэтому в иллюстрации мне хотелось подчеркнуть именно это. А также здесь я показала украшение и показала сумочку Фенди. И как во всех работах я сделала акцент на глаза и предметы, и все остальное. Одежда здесь показана очень схематично, просто как элементы композиции. И некоторые элементы, украшения и сумочку, мелкие детали я уже доработала в графическом редакторе.
Следующая работа — это Дима Садик Каролина Херейра. И здесь я использовала свой любимый прием, это использование негостиного пространства в работе. Цвета здесь на видео кажутся немножко бледными, но на самом деле они чуть ярче, работа выглядит сочнее. Следующий портрет — это портрет Нэнси Ашрам в Тиффани. Здесь также акцент сделан на глаза и на украшения. Часть шеи и остальные элементы, они не прорисованы, потому что хотелось именно сделать акцент именно на украшении и на выражении лица, на красоте самой героини. Следующий портрет – это портрет очень красивой молодой женщины, обладающей французским шиком. И здесь я показала волосы очень стилизованные и постаралась передать ее взгляд. У нее очень необычная внешность, и я постаралась передать в этой работе. При этом одежду я показала, как всегда, очень схематично. После того, как иллюстрации были готовы, я отправила их на согласование арт-директору, и здесь я не получила снова никаких замечаний. И единственный момент, который меня попросили сделать, это добавить имена этих женщин в иллюстрации. И, кстати, когда журнал попросил меня нарисовать эти иллюстрации, я сначала отказалась, потому что я рисовала работы для другого проекта, и мне нужно было их закончить. Но в итоге журнал дал мне время, и где-то в течение недели я выполнила этот проект. Конечно, всегда, когда ты смотришь назад, ты думаешь, что... Я уже, кстати, говорила неоднократно в разных видео об этом. Ты думаешь, что ты мог бы сделать по-другому, ты мог бы доработать эти работы и сделать их еще лучше. Но здесь, конечно, можно воспринимать когда ты работаешь, когда что-то не получается или когда что-то тебе не нравится, это можно воспринимать как паузу, и ты можешь сам себе давать оценку и не выполнять работу или отказаться, но на самом деле лучше всегда себя двигать вперед и лучше стараться делать, чем постоянно себя... У творческих людей, кстати, это качество очень сильно проявляется. Мы всегда себя очень сильно критикуем, но именно это качество, я считаю, что это одно из качеств, такое чувство неудовлетворенности своим творчеством, оно и является тем двигателем, который помогает развиваться и развивать свое творчество. Спасибо вам за просмотр этого видео. Если вам нравится такой формат, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне это будет очень приятно, потому что все равно наша ниша, все равно наша область, ниша, наша профессия, она не такая популярная, и она очень узкая, и, конечно, у меня нет огромных просмотров видео, но на самом деле я это записываю частично даже больше для себя, для того, чтобы иметь такой видеодневник, когда потом, спустя какое-то время, я посмотрю и буду знать, что я не побоялась, что я реализовала свою мечту, и мне будет приятно вспоминать те эмоции, которые я испытывала, когда я исполняла свои мечты по работе, по сотрудничеству с знаковыми для меня проектами. Надеюсь, это видео будет полезным для вас, и может для кого-то оно станет такой точкой вдохновения для того, чтобы дополнить свое портфолио работами подобного характера, осмелиться отправить свое портфолио в разные журналы, предложить свое сотрудничество. Желаю вам хорошего дня и скоро увидимся.